Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я хочу поделиться с вами, как вязала свою маленькую сумочку из полиэфирного шнура крючком. Сумочка небольшая, подходит для телефона. Для создания сумки я буду использовать пряжу Карамель Дольче от пряжи Центр. Промокод на 10% скидку на такой шнур я оставлю в описании. Обязательно переходите и пользуйтесь промокодом. Здесь толщина нити 4 мм и 100 метров в моточке. Я вложилась в один моток. Буду использовать крючок номер 4, зажигалку для оплавления хвостиков и ножницы. Также еще нам понадобится магнитная кнопка пришивная. У меня, к сожалению, дома ее не нашлось, поэтому я не буду ее здесь использовать и показывать, как ее пришивать. Как пришивать кнопку можно посмотреть в другом моем видео, оставлю подсказку и также в описании ссылку на видео. Сумочка состоит из 4 отдельно связанных деталей. Это 2 стенки, боковина с донышком и клапан. Также отдельно мы потом вывязываем ручку и прикрепляем ее к сумке. И давайте для начала свяжем клапан. Он небольшого размера, на нем хорошо можно познакомиться с узором. И далее я уже расскажу, сколько нужно набрать воздушных петель и провязать рядов для нашей стенки. Как вы можете видеть в направлении узора, у нас клапан будет вязаться классическим способом, это набор рядов вертикально, а стенки у нас вяжутся поперечным вязанием. И давайте приступим. Для узора всегда необходимо набирать нечетное количество петель. В клапане у меня 11 воздушных петель. Набираем 11 воздушных. Далее делаем одну воздушную петлю для подъема, звенья косички опускаем вниз и во вторую петлю от крючка за перемычку вот эту провязываем провязываем столбики без накида в каждую перемычку. И последний столбик. Вот этот узелок от начала цепочки распускаем, подтягиваем и выводим на верхние горизонтальные петли. Проходим в последнюю верхнюю горизонтальную, за левую стенку последнего столбика, подхватываем нить и кладем наверх на петли. Делаем одну воздушную петлю для подъема, переворачиваем полотно и далее будем вязать все последующие ряды за дальнюю дужку верхней горизонтальной, вот за эту. И здесь будем всегда чередовать. Начинаем ряд с соединительного столбика, дальше вяжем полустолбик с накидом, соединительный столбик, полустолбик с накидом, и так до конца ряда, и в конце ряда соединительный столбик. Обязательно всегда у нас так заканчивается ряд. Итак, во вторую петлю от крючка в этом ряду мы проходим за дальнюю дужку и провязываем соединительный столбик. При этом хвостик мы ввязываем, он у нас лежит на этой перемычке, под которую мы заводим крючок. Делаем накид, в следующую петлю за дальнюю дужку провязываем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке вместе. Следующая снова соединительный столбик. Следующую полустолбик с накидом, соединительная, полустолбик с накидом. Вяжем так до конца ряда. И далее будем делать петли подъема для перехода на следующий ряд. Так будем проделывать теперь в каждом ряду. И здесь мы делаем не просто воздушные петли, делаем следующим образом. Вот проходим в эту перемычку, точнее в дужку переднюю от последней нашей петли, проводим через нее рабочую нить, 2 петли на крючке провязываем вместе, как столбик без накида, и далее делаем одну воздушную петлю для подъема. И таким образом мы сделали дополнительные 2 петли
переворачиваем полотно, и вот эти 2 петли, они уже задают высоту самого высокого столбика в нашем узоре. Это полустолбик с накидом. И теперь всегда в 3-ю петлю от крючка мы будем начинать ряд. 1, 2, 3. И всегда мы начинаем ряд соединительным столбиком, затем идет полустолбик с накидом. Соединительный полустолбик с накидом, в конце обязательно заканчиваем соединительным столбиком. И также вяжем за дальнюю дужку. 3-я петля от крючка, дальняя дужка, провязываем 1-й соединительный столбик, накид, полустолбик с накидом. И вот такой подъем нам будет давать хороший ровный край, да, без провалов. Все, провязываем до конца ряда. Последний соединительный столбик. Так. И вот здесь, смотрите, теперь, начиная с этого ряда и все последующие, мы будем провязывать подъемный столбик без накида, да. Вот у нас здесь с самого края изнаночная сторона столбика. И вот за эту перемычку мы будем цепляться и провязывать подъемный столбик без накида, да, вот сюда. И далее делать воздушную петлю. Переворачиваем и в 3-ю петлю от крючка начинаем вязать следующий ряд. Столбик, столбик без накида. Все, и таким узором, пожалуйста, провяжите всего 18 рядов в клапане, да, учитывая наш первый ряд столбиками без накида, то есть ряд столбиками без накида, затем 17 рядов узора, и последний 19 ряд мы провяжем столбиками без накида. Делаем такие же петли для подъема, 2, и далее во 2-ю петлю от крючка за дальнюю дужку вяжем ряд столбики без накида до конца. Закончила вязание 19 ряда и хочу еще один ряд провязать для того, чтобы укрепить вот этот край клапана. Это будет нижний край клапана. Вот так. И для этого я буду делать одну петлю, точнее один подъемный столбик. Также прохожу в перемычку, провязываю столбик. Далее переворачиваю и во 2-ю петлю от крючка под обе дужки провожу крючок и вяжу соединительные столбики весь ряд до конца. Все, и обрезаю ниточку, оставляю хвостик подлиннее. Полностью высвобождаю нить из петли и прячу нить. Здесь вот прохожу в эту петлю вот таким образом. Подхватываю хвостик и увожу в любом направлении между столбиков. Это будет наша изнаночная сторона, да, там, где изнаночная сторона столбиков без накида, это изнанка. Там, где лицевая, это лицевая. Все, спрячем, пожалуйста, хвостик самостоятельно. И когда хвостик увела, обрезаю нить, оставляя небольшой хвостик. И еще оплавлю кончик и приклею к полотну. Сильно близко не подносите, чтобы не сильно обжечь этот кончик, чтобы он не закоптился. Клапан готов. И далее, пожалуйста, самостоятельно свяжите 2 стенки сумки. Для стенок мы набираем 19 воздушных петель и провязываем 13 рядов. Помним, что первый ряд мы вяжем столбиками без накида, и последний 13 ряд мы также будем вязать столбиками без накида. Повторяем все точно так же, за исключением последнего ряда соединительными столбиками, которые мы делали в этой детали. Для боковины я набираю 5 воздушных петель, да, это для ширины боковины. А длина, это у нас одна деталь, боковина, донышко и еще одна боковина. Здесь у нас будет всего 51 ряд. Почему 51? Мы складываем количество воздушных петель, сколько у нас было в стенке, и умножаем это число на 2. И плюс количество рядов в стенке, это 13. Итого у нас выходит 51. 51 ряд мы провязываем. Набираем 5 воздушных петель и вяжем столбиками без накида под обе дужки, так, классическим способом.
1 петля для подъема, для перехода, во вторую петлю от крючка за вот эту перемычку, как обычно. Провязываем столбики без накида первый ряд. С хвостиком от цепочки мы проделываем все точно так же. Мы его поднимаем и ввязываем. Распускаем здесь узелок, поднимаем. И в каждом ряду делаем 1 воздушную петлю для высоты ряда, да, для подъема. И под обе дужки во вторую петлю от крючка вяжем по 5 столбиков без накида в каждом ряду. Все, и так, пожалуйста, самостоятельно провяжите 51 ряд. В конце нить не обрезаем, встречаемся в конце. Итак, провязала 51 ряд в боковине, и сейчас, не обрезая нить, этой же рабочей нитью мы будем присоединяться боковиной к стенке. Будем присоединять соединительными столбиками, проходя в каждую крайнюю петлю на стенке, да, боковую. Здесь покажу внизу, какие точки используем, и вот здесь всего 51 точка. Для начала мы высвобождаем крючок, вытягиваем петлю подлиннее и заходим. Вот у нас первое звено косички, это будет первая точка присоединения. Мы поднимемся чуть-чуть повыше, вот сюда, захватим с изнаночной стороны нить, ниточку кладем за стенку, переворачиваем вот этой стороной к себе. И теперь проходим в каждую косичку и в такой же по порядку ряд на боковине и провязываем соединительный столбик. Итак, вот первое звено косички. Далее проходим вот первый ряд в боковине. Я буду проходить прямо за первый столбик, за самый крайний. Захватываю рабочую нить, протаскиваю через все петли на крючке и провязываю соединительный столбик. Следующая петля, следующий ряд на боковине. Самый крайний столбик, подхватываю нить и провязала. Итак, здесь на этой стороне боковину мы присоединяем 19 точками. Итак, здесь у нас будет 19 соединительных столбиков на боковой части. 18 и 19. Далее переходим на присоединение донышка, да, и самой нижней части стенки. И здесь смотрите по точкам. Здесь всего у нас будет 13 точек, потому что у нас было 13 рядов. Вот у нас один ряд, это столбики без накида. Здесь мы проходим самый вот сюда вот крайний столбик. И в следующую петлю на донышке. Провязали. Дальше вторая точка у нас будет вот сюда, в центр вот этой косички. Вот так. И точка на донышке. Дальше точка между косичками. Вот сюда. Снова в косичку внутрь. И между косичками. Косичка. Между косичками. И вот так вот двигаемся до конца. У нас здесь будет косичка, между, косичка, и потом 13 это будет ряд столбиками, да, за столбик цепляемся. И цепляюсь за самый крайний столбик. Все, 13 точка на донышке. И далее соединяем 19 точек на боковой части. Здесь просто под косички проходим, как и в предыдущей, как и на противоположной стороне. Так, вот первая. Если сомневаетесь, где у вас первое, вот это кромочное звено косички, то просто посчитайте, да, можно с последней посчитать и найти самую первую, которая нужна для соединения.
Все, и здесь провяжите, пожалуйста, самостоятельно 19 соединительных столбиков. Все, соединила. Обязательно руками еще все поправьте, расправьте. Обрезаю нить, оставляю хвостик подлиннее. Полностью высвобождаю нить из петли. И завожу нить 1, 2, 3, 4, 5 в пятую, самую крайнюю верхнюю горизонтальную. И увожу ее обратно туда, откуда она выходит, да, вот в эту точку. И при этом сзади захожу в эту петлю. Захватываю и вытягиваю назад. Все подтягиваю. Все, и прячу ниточку между столбиков. И для того, чтобы все еще ровнее стало, я предлагаю вам отпарить, отгладить эту деталь, хорошенько вывести вот эти стенки боковые и донышко. И дальше по такому же принципу присоединяйте вторую деталь. Да, у нас лицевая сторона, косички раздвигаются вверх. Берем рабочую нить и сначала ее выводим. Так, вот наше первое звено. Чуть-чуть вот сюда вот заходим поотдаль. Выводим рабочую нить. Переворачиваем. И проходим в первое звено. И в первый столбик, да, первого ряда. Соединительная. Следующая точка на стенке, следующий ряд на боковине. Все, и вот таким образом, пожалуйста, присоедините эту стенку к боковине. Здесь пока что вот еще пару можно столбиков провязать и хорошенько спрятать этот хвостик, чтобы было удобно. Далее переходим к прикреплению клапана. Выбираем любую сторону, которая вам больше нравится, и будем прикреплять клапан крючком соединительными столбиками вот по этой линии. То есть отступаем, вот у нас первый, да, ряд косичек и вот второй ряд косичек. Здесь на клапане мы помним, что у нас 11 воздушных петель, соответственно будет 11 точек соединения. Здесь 13 в стенке рядов. Соответственно, мы с одного и со второго края отступим по одному столбику, по одной точке и получим всего 11. Точки у нас будут такие же, как и в присоединении донышка, косичку, между косичками, в косичку, между косичками. И располагаем клапан лицевой стороной к себе. Вот у нас лицевые столбики смотрят на нас. Здесь у нас низ клапана, плотная такая более часть. И сначала проходим в первую косичку на клапане и в первую точку для присоединения на стенке. Вот она, вот сюда. Подхватываем с изнаночной стороны рабочую нить, кончик придерживаем. Так, вывели с первой точки, проходим во вторую петлю на клапане между косичками на стенке, провязываем соединительный столбик. Следующая петля на клапане, косичка, соединительный столбик. И вот таким образом, пожалуйста, до конца присоединяем. Так, присоединила все 11 петель, обрезаю нить, оставляю хвостик подлиннее, полностью высвобождаю нить из петли и вывожу через вот эту же точку, да, откуда у нас была провязан последний столбик. Сюда же уведу хвостик на изнанку. Все подтягиваем. Так вот что получается. И на изнаночной стороне прячем хвостики между столбиков. И нам осталось сделать последнее, это связать ремешок. У меня ремешок это просто цепочка воздушных петель, всего примерно 117-120 сантиметров цепочка. Крепление у меня здесь на узелках, вот такое.
Все, набирайте, пожалуйста, цепочку воздушных петель необходимой длины. По ходу еще цепочку можно примерять на себя и остановиться на той длине, на которую вам нужно. И учитывайте еще, что цепочка хорошо тянется. Провязала цепочку, примерно 117 сантиметров длина у меня получилась. Обрезаю хвостик, оставляю небольшой кончик, полностью высвобождаю петлю, нить из петли и затягиваю. И далее вот эти вот хвостики нужно спрятать между стенками петли. Я буду уводить так вот за перемычку. Да, у меня звенья косички внизу. И за перемычку я пропускаю вот этот хвостик. Так, немного увела, подрезаю и оплавляю зажигалкой. И прикрепляю ремешок. Буду крепить на втором ряду в центре. Прокалываю с лицевой стороны. Вот у меня первый ряд, второй. И вот сюда я пройду между вторым и третьим рядом. Подхватываю хвостик и пропускаю. И здесь завязываем на узелок. Можно сделать один оборот или два. И вот такие замечательные маленькие сумочки у меня получаются. Как я уже говорила, кнопок у меня, к сожалению, дома нет, поэтому не смогу вам в этот раз показать, как их пришивать. Как пришивать кнопки я показываю в другом видео, оставляю в описании ссылку на него. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте в комментариях ваше мнение о такой модели и ставьте лайк, если видео вам понравилось. Большое еще раз вам спасибо и до новых встреч. Пока-пока.